Всем привет, привет. Если меня слышно, ребята, дайте плюс, пожалуйста, плюсик в чат. Есть связь, меня слышно? Отлично, хорошо. Можем тогда постепенно начинать, ребята. Итак, начнем. Без музыки. Почему без музыки начал? Потому что в YouTube есть такая функция, как аудио автоперевод, да, на иностранные языки. Вот он в некоторые мои, стримы есть перевод на английском в некоторых, а некоторых нету. Я поэтому думаю, может быть, это из-за того, что из-за музыки, из-за, может быть, лицензионных прав там они не делают перевод, автоперевод. Поэтому сегодня решил сделать такой тестовый вариант, чтобы проверить. Вот как раз-таки чего нету. Чего нету, Шокотаке? Музыки нету. Если насчет музыки, то я, да, специально отключил музыку, чтобы проверить это, потому что я думаю, здесь все-таки из-за того, что в начале стрима я включаю музыку с YouTube, из-за нее и думаю, не получается делать автоперевод на английский язык. Всем еще раз здравствуйте. Так, сейчас, Женя, закреплю сообщение. Все закрепил. Мгм. Звук есть все, потому что плюсик уже отправили. Звук был изначально. Итак, сегодняшний эфир он будет очень такой интересным. Покажу наконец-то. Да, это все равно, это еще пока не полный, не завершенный этап моего индикатора. Я разрабатывал очень долго индикатор квартальной теории. И на данный момент я уже добился, можно сказать, очень хороших результатов, впечатляющих. Вы можете сами сегодня убедиться. Теперь не нужно будет гадать, где будет манипуляция недели, либо манипуляция месяца, где у нас цист, где лучше не торговать, а где лучше торговать. Все это на... А теперь, сейчас я еще громче сделаю. Звук есть, но не очень, да? Вы только Да, подправляйте, потому что я сам себя не слышу. Может быть, из-за этого звук, когда будет не очень качественный, я могу это не понять, либо пропустить этот момент. Итак, продолжим. Большинство, да, многие трейдеры, опять-таки, хотят знать, когда лучше не торговать и когда лучше торговать. Вот если бы кто-нибудь давал бы им точный ответ на этот вопрос, то я думаю, многие бы трейдеры готовы были бы даже заплатить за такую информацию. Когда торговать не надо и когда торговать надо. Плюс к этому, если бы еще давали бы сигнал, когда будет манипуляция недели, либо манипуляция внутри дня, чтобы входить в дистрибуцию. А, Не морочить свою голову в ненужное время, ожидая, что сейчас будет какое-то движение. И вот на эти все вопросы этот индикатор дает ответ. Я как бы проверял и сейчас провожу свои исследования, тестирую этот индикатор. Вы сегодня сами можете убедиться, насколько он точно будет показывать все эти моменты. Плюс, ам, так, сейчас.
Где наша неделя начиналась? Вот так сделаем. Вот тут. Это один из моих индикаторов. Помимо этого индикатора я разработал еще другие, которые тоже также точно показывают направление движения в старших таймфреймах. Допустим, вот это движение, которое было на этой неделе и вообще даже на прошлой неделе, оно было уже спрогнозировано именно другим моим индикатором. И в группе Ибда Лукбек там уже ребята знали, в какую сторону движется рынок, и когда был уже разворот, глобальный разворот, где он произошел и где было подтверждение этому. Сейчас могу показать вам подтверждение, да, от 4 августа. 4 августа у нас вот здесь это было. До этого, сейчас так, открою я. Это моя вторая группа, закрытая группа по обучению Ибда Лукбек. И вот здесь у нас как раз-таки один из студентов уже делал прогноз, давал прогноз. Я вам покажу этот прогноз вот здесь. И он указывал то, что теперь следующая глобальная цель на индексах — это ориентир 30 тысяч. Это 20-дневная ликвидность. Так, я, по-моему, кидал даже раньше свой прогноз. Так, здесь нету. И уже благодаря этому индикатору можно было здесь знать, в какую сторону у нас глобальный тренд. И зная, да, в какую сторону движется глобальный тренд, остается просто ждать манипуляции внутри дня против этого направления и просто запрыгнуть в сторону глобального тренда, поймать этот тренд. Да? Когда ты знаешь уже направление тренда от старшего таймфрейма, значит, где-то 50 работы уже сделано. Ты просто, тебе остается просто ловить моменты входа на откатах. На откатах возврат. Это откаты бывают когда? Откаты мы знаем тоже, опять-таки, благодаря моему курсу, мои студенты знают. Откаты, они всегда связаны с чем? Вы знаете с чем. И когда происходит как раз-таки фаза отката, вы знаете, где ожидать его завершения. И на момент этого завершения вам нужно будет просто запрыгивать в летящий поезд. Итак, вот здесь это индикатор мой, показывал, в какую сторону это двигается. То есть Ибда Лукбек, я говорил то, что это курс о том, что как правильно читать движения на старших таймфреймах, на старших циклах, месячные циклы, годовые циклы. Это очень важно, ребята. Если вы не знаете, в какую сторону двигаются эти циклы, то вам сложно будет работать внутри дня. Почему сложно будет? Потому что когда в старшем таймфрейме происходят фазы аккумуляции, манипуляции, если вы не знаете, что это, допустим, неделя, эта неделя приходится фазы аккумуляции, то вы заранее не будете подготовленными к этим движениям. Человек, который знает, да, уже в курсе того, что на старшем таймфрейме эта неделя приходится аккумуляционной, он будет знать то, что теперь цена будет двигаться внутри рейнджа. И надо работать, опять-таки, от рейнджов. Если ты знаешь, что уже цена находится в фазе дистрибуции, то ты знаешь, что цена не будет делать глубоких откатов.
и в какой именно киллзоне лучше работать. Вам могу сейчас дать подсказку, когда цена находится, запишите себе, да, это очень сильная подсказка. Если цена находится на в фазе дистрибуции от старшего таймфрейма. Фаза дистрибуции — это вот эта фаза. Сейчас я вам покажу. Вот эта фаза. Так. И когда цена будет находиться в этой фазе, то надо обращать внимание на лондонскую киллзону. Иначе в Нью-Йорке вы можете просто не поймать лучший момент, идеальный момент. Нью-Йорк не будет давать вам идеального входа, но идеальный вход будет формироваться именно в лондонской киллзоне. Например, как вот здесь. Вот здесь это фаза дистрибуции, и идеальный момент был вот здесь. И если вы пытались бы поймать вход тут, то тут вы просто не смогли бы поймать. Вы бы ждали бы глубокого отката. Дальше. Идеальный момент был бы у вас вот тут поймать. Здесь бы не было бы у вас идеального входа. Опять-таки, это, ну, мои слова вы можете просто как бы не сразу верить моим словам, а лучше проверить. Я во всяком случае перед тем, как что-то говорить, я это всегда проверяю и говорю, опираясь на какой-то факт, на какую-то базу, а не просто на слова. И поэтому очень важно знать циклы от старшего таймфрейма. ICT-концепция как раз-таки дает полное понимание движения цены. Огромная благодарность Майклу Хаттлстону, ICT, за то, что он поделился этими знаниями. И благодаря этим знаниям можно читать движение цены в любой момент, в любой. И в любом таймфрейме, начиная от секундного до годовых и более старших таймфреймов. Самое сложное — собрать вот эти знания, которые он поделился, потому что они находятся в разброшенном состоянии и беспорядочно. Самое сложное — это это сначала собрать эти знания и потом выстроить в правильном порядке. Как их надо, а, как ими надо работать, в какой момент, с каким именно инструментом нужно работать, с каким нужно работать после этого, либо до. Вот это и составляет самый сложный момент в ICT-концепции. Я уверен, многие знают, а, что такое ордер-блоки, что такое имбалансы, либо MXM-модели, да, либо PO3. Но этого недостаточно, ребята. Это только, можно сказать, вход, либо первая стадия, первая степень. То, что вам необходимо знать. И вот, когда вы знаете движение от старших циклов, то вам легче уже ориентироваться в внутридневной торговле. Поэтому мой курс, он разделен на два, можно сказать, раздела. Это первый курс, основной курс мой. Так, ща. Основной курс, где дается углубленное знание о базовых концепциях. Вот это как раз-таки вот этот курс, где дается углубленное знание о базовых концепциях. Здесь они учатся о мелких вещах, допустим, об элементах, что такое ордер блок, что такое имбаланс, здесь этого нету. Здесь самые важные, базовые, сложные
концепции объясняются простым, понятным языком. И второе основное направление — это вот ICT Pro. Есть еще дополнительный курс в новостях, но это как бы спецкурс, кто боится торговать на новостях. Но вот два основных блока. И тот, кто сначала изучит основной курс, да, полностью вникнет во все элементы, там уже объясняется детальная архитектура каждой концепции, из чего она состоит, в какое время оно работает, с чем это связано, какие ключевые условия входят в ту или иную концепцию. Но вот этот второй основной курс, он уже дает вам понимание о направлении. В трейдинге знать движение направлений — это очень важная и ценная информация. То есть направление тренда. И как раз-таки этот курс направлен на это. И вот на основе этих анализов можно делать э, очень прибыльные трейды. Сейчас я вам покажу одного из участников этой группы, который находится у нас в открытом телеграм-канале. Это вот этот парень. Если посмотрите его сделки в последнее время, если кто-то наблюдает за ним, вот, то он просто вот на базе одного вот этого ибда лукбэк уже достаточно хорошие показывает результаты. Знать направление — это, можно сказать, остальное уже просто мелочи. Тебе нужно будет просто поймать модель входа, сетап. Если ты знаешь, в какую сторону будет двигаться цена. Не так ли? Окей, давайте разберем теперь нашу неделю. Как эта неделя двигалась, какие были важные моменты внутри этой недели. Начнем сначала со старшего таймфрейма. Что указывал старший таймфрейм у нас? Так, давайте включим. Начнем, может, как раз-таки с месячного. Вот это мой индикатор, ребята, то, что я разработал. Сейчас я его дорабатываю еще. Хочу добиться максимальной эффективности. Итак, этот индикатор показывает четырехгодовые циклы, затем уже годовые циклы и субкварталы. Субкварталы — это что? Это когда один год делится на кварталы. Вот именно в начале, когда я сам изучал квартальную теорию, вот этого термина я сам не знал. Я когда узнал, начал углубляться, и вот когда уже начал строить свой индикатор, добавил как раз-таки этот квартал тоже. Затем месячные и недельные, дневные, 90-минутные и микроциклы. Давайте поставим теперь на индикатор на субквартал, что он будет показывать нам. Так, здесь на недельном, перейду на дневной. Салам алейкум, Акош. И вот здесь вот показывает, смотрите, здесь начинается как раз-таки в вот субквартал,
И он указывает на фазу манипуляции, как раз-таки вот фаза манипуляции, здесь она начинается с июля месяца, с 24 по 16 августа. И он определяет, указывает, как вот этот промежуток времени от 1 июля до 24 июля как аккумуляционную фазу. Затем была манипуляция. Вот. И сейчас цена уже находится в стадии дистрибуции. Манипуляция здесь завершена. Манипуляцию мы завершили, сформировав SMT-дивергенцию. Так, SMT-дивергенция была сформирована между... Вот, как раз-таки, да, S&P и NASDAQ уже здесь была SMT-дивергенция. Вот. Здесь NASDAQ снимает low, а S&P 500 делает fail. Хотя он достигает, но факт в том, что здесь не было снят этот low. Вот этот low. Он так и остался нетронутым. У нас была SMT-дивергенция, значит, фаза манипуляции здесь уже была завершена. И цена находится в фазе дистрибуции. Окей, теперь. Так, включаем разделители. Итак, сделаем вот так. Теперь делим на, включаю месячный. Показывается август, и август у нас формирует модель XAMD. XAMD модель здесь формируется. Дальше, вот тут как раз-таки начинается у нас... так, здесь уже завершилось. Да? Так, weekly, вот. Включаю теперь недельный, это можно убрать. То есть мы знаем, что мы находимся в фазе дистрибуции. Плюс order flow подтверждает, что цена находится в фазе дистрибуции, потому что имбалансы работают. Бычьи имбалансы поддерживают наше движение в лонг. Значит, цена находится в фазе дистрибуции. Это подтверждается. Окей, теперь. Сразу можно на М15 перейду. Заканчивается здесь наша предыдущая неделя и начинается новая неделя. И вот сейчас я включу дневные циклы и 90-минутные. Так. Для меня важно здесь, когда буду работаю с этим индикатором, только Q2 и Q3. То, что в Q1 формируется, для меня это не интересно. И вот смотрите, вот тут Q1 сформировался. Сейчас я увеличу. Вот. Q1 сформировался. И здесь уже индикатор показывает, что вот этот день, вот целый вот этот день, он будет формироваться по модели XAMD. XAMD. Значит, Q2
Это будет аккумуляционная фаза. Я могу там вообще даже не смотреть, потому что фазу аккумуляцию не стоит торговать, там не будет особо ничего. Цена, алгоритм будет просто фармить ликвидность. Мне, мне интересен именно квартал Q3. Q3. Вот здесь я буду смотреть на цену, вот здесь я буду наблюдать за манипуляцией. Окей, дойдем ну-ка до этого. Итак, что мы видим здесь? Цена формирует одностороннее движение. То, что в Q1 началось, продолжилось в Q2. Окей. Сейчас на M5 переключусь. То же самое показывает и на S&P 500. Вот важная фаза говорит вот здесь, на Q3. И тут я должен быть внимательным. Я должен смотреть, как будет формироваться Q1, Q2. Сейчас посмотрим, как закроется Q1 у нас. И что покажет индикатор. Значит, индикатор здесь говорит то, что цикл, внутренний цикл, микроцикл, он будет формироваться по модели XAMD. И мне нужно снова пропустить второй Q2 и смотреть, что у меня будет происходить в фазе Q3. Вот здесь. Теперь здесь я переключаюсь уже на младший таймфрейм, на M5. Вот здесь таблица, она уже показывает, как формируется мой день. Мой день формируется по XAMD. Сейчас я включу еще здесь дополнительные индикаторы в виде SMT-дивергенции и циста. И плюс этот индикатор показывает true open и цисты. Именно по моей методике, которую я обучаю. Хорошо, вот здесь он говорит, у тебя true open вот тут. И относительно этого я должен увидеть манипуляцию. Вот здесь истинное открытие. Так, время. Так, аккумуляцию. Вот здесь, вот тут мы теперь как раз-таки вошли в Q3. Я должен увидеть здесь манипуляцию. Окей, манипуляция. Это фаза манипуляции для меня, это не дистрибуция еще. Вот тут, вот этот SMT показывает манипуляцию, как раз-таки манипуляцию, то есть SMT манипуляционная. Вот тут формируется SMT между кварталами, но для меня важно вот увидеть вот этот SMT-дивергенцию, которая сформировалась именно внутри фазы манипуляции. Здесь можно было, да, работать как в лонг, так и в шорт. Знаете, если вы знаете профилинг, именно если вы знакомы с концепцией дневных профилей, то вот тут можно было знать, да, в какую сторону будет двигаться цена. Вот смотрите, вот здесь с SMT дивергенция сформировалась снова. И S&P 500 обновил buy-side лондонской сессии.
но NASDAQ сделал фейл. Плюс на S&P 500 мы видим вот эта свеча, она является displacement candle, потому что внутри нее сформировалась FVG. И идеальный момент для входа был бы как раз вот этот момент, когда цена тестирует этот FVG. Опс. Окей, вот здесь был тест. И на S&P 500 нужно было ловить шортовое движение, потому что на NASDAQ цена уже сделала AMD, да, PO3, сформировала аккумуляцию, манипуляцию и дистрибуция уже, но на S&P 500 она еще не завершена. Поэтому идеальный момент был бы у вас на S&P 500. Входим. Не здесь, на S&P 500 вход был, вот. Вошли бы. И таргетом был бы sell-side азиатской сессии. Стоп за этот имбаланс и сюда. Был бы таргетом. Теперь, важный момент. У нас уже есть здесь SMT-дивергенция. Она уже сформирована. Вот эта SMT-дивергенция. Это называется SMT Direction. Но SMT моментума еще не было. Если вот тут у нас формируется еще одно SMT, то позицию надо закрывать. Потому что SMT моментум это уже последний сигнал. И вот смотрите, вот здесь, когда цена дошла до диапазона азиатской сессии, цена снова формирует у нас SMT. Видите? Вот она. Формируется SMT. Это уже SMT моментум. Вот здесь нужно закрывать позицию. Хотите, не дожидаясь до вот этой стадии. Бро, это не политический. Так. Стрим. Окей, дальше. Вот. И тут надо закрывать. Здесь вы поймали бы движение 1 к 5. Но суть в чем? То, что все дело за вас бы сделал бы индикатор. Главное просто правильно знать концепцию квартальной теории. Дальше уже день закрывается. Хорошо. Значит, в первый день наш индикатор отработал почти идеально. Двигаемся дальше. Так, М5, М5. Давайте на 15 минутку перейдем, чтобы быстрее это все прокрутить. Делаем вот так. Здесь тоже делаем так. Снова я должен дождаться формирования Q1. Вот здесь. Итак, Q1 у меня сформировался. Я смотрю, что он показывает. Он у меня показывает то, что снова через XAMD будет формироваться день. И самый важный момент, надо всегда смотреть на старший таймфрейм. Что показывает теперь старший таймфрейм? Недельный. Вот, недельный показывает мне, что неделя будет формироваться по модели AMDX. Значит, сегодня важный день, и сегодня будет манипуляция. Сегодня будет манипуляционный день. Он мне уже подсказывает здесь, в начале еще вторника, еще вторник не закончился. И плюс показывает после формирования Q1, говорит то, что день сегодня будет формироваться по модели опять AMDX, и тебе нужно пропустить Q2 и быть внимательным именно когда наступит Q3. Вот тут тебе нужно быть внимательным.
Я пропускаю Q2, и мы видим то, что как индикатор сигнализировал, прогнозировал, то же самое получилось. То есть Q2 формировала просто аккумуляцию. Здесь не было особо такого сильного движения. Теперь формируется Q3, манипуляционный момент. Вот здесь самое интересное и самый важный момент тут. Мы должны дождаться опять Q1 и посмотреть, что будет показывать нам индикатор, что он будет подсказывать. Так. Так, он говорит то, что движение будет формироваться внутри уже вот этого Q2 через XAMD модель снова. Если через XAMD модель, то мне нужно просто дождаться снова Q3 фазы. Вот здесь. То есть я пропускаю вот это и смотрю, что будет формироваться как раз-таки вот здесь. Пропускаю, начинается вот самый интересный момент, важный момент вот тут. Я перехожу на M5 и здесь тоже. Потому что пришел тот самый важный момент, для чего я ждал целый день, можно сказать. И тут, бам, цена сразу начинает шартовать, то есть формирует displacement candle. И я смотрю, где же была здесь у меня манипуляция, потому что здесь должна была быть манипуляция. Я в этот момент переключаюсь на триаду. S&P 500 смотрю, S&P 500 также делает движение в шорт. Значит, остался только Dow Jones. Переключаемся на Dow Jones и бам, видим, что здесь движение как раз было в противоположную сторону. Значит, у нас есть S&P дивергенция с Dow Jones. Вот тут, вот такое. Если у нас уже была SMT-дивергенция, мне нужно вот отметить внутри вот этой displacement candle FVG. Значит, все, вот тут есть FVG сформировался. Могу поставить сюда лимитку на продажу. И буду ждать, когда цена протестирует. Есть тест. Стоп ставлю за имбаланс. И take. Take. Сейчас. И take мы ставим за, можно поставить за сессионную ликвидность. Как раз ликвидность сессии вот здесь находится у нас, самая ближайшая. Сессионная ликвидность. Вот. Подтверждаю. Один к 3 у нас сделка. Есть. 1 к 3. Стоп. Цена чуть-чуть подошла, но наш стоп остался целым и невредимым. Но зато наша идея отработала. Индикатор снова показал правильное направление. Окей. Значит, второй день тоже 100% отработался. Переходим. Теперь начинается у нас среда. Итак, помните, индикатор показывал то, что эта неделя у нас формируется через AMDX модель. Вот, аккумуляция и манипуляция. И мы смотрим, в какую сторону была манипуляция. Манипуляция была вот в шортовую сторону. Шортовую. Значит, вот, вторник закрылся и начинается новый день. И здесь потенциально, это может быть началом дистрибуции. Вот оно.
На М15 перехожу, чтобы быстрее Дожидаюсь, как будет у меня сформирован Q1 снова, что он покажет. Окей, жду. Просто я в реплее работаю, поэтому индикатор не успевает обработать все данные, и из-за этого он медленно сейчас указывает. Но вот на S&P 500 он уже вот показал. Модель формирования дня. Сейчас я здесь тоже покрупче, крупнее. Почему не увеличился? Вот он. Вот. Не week, а day. Показывает XAMD модель. Значит, у меня будет день формироваться по модели XAMD. Значит, снова я второй Q2 пропускаю, жду Q3. То же самое показывает и здесь на S&P 500 указывает. Жду вот эту фазу. И здесь, так, сейчас дождемся формирования. Значит, Q3 дневного цикла и микроцикл внутри, который формируется, по которому формируется вот этот наш Q3. Он показывает, что XAMD модель. И мне нужно быть внимательным вот в этом промежутке. И как раз здесь начинается сейчас вот фаза М3. Я должен увидеть здесь манипуляцию. И после манипуляции я могу входить. Бам! Вот манипуляция. Вот у нас расхождение между S&P 500. Даже вот так можно сделать. И NASDAQ. Вот тут нужно было входить именно на S&P 500 в лонг. Так, это М15 на 5-минутном таймфрейме, либо даже на младшем таймфрейме вы бы здесь поймали бы вход. Ну-ка, М3. Вот была манипуляция и манипуляционное движение. Ну-ка, на М3 лучше, чище будет. Если вот здесь будет цист у нас. Кстати, модель и сама пока, индикатор сам показывает, вот уровни циста. Видите, был слом, цист показали. Затем вот тут тоже был цист. Вот здесь тоже. Он сам показывает слом. Вам не нужно искать на подтверждение, был ли слом, не было ли слома и сомневаться. Индикатор сам автоматически показывает, где был правильный слом структуры через цист. Цист – это ранний сигнал слома. Вам не обязательно дождаться МСС. Индикатор делает все за вас. Вам просто нужно читать и заходить в нужное время, и все. И опять-таки контекст. Индикатор показывает все правильные цисты. Вот тут он показывает то, что цист в шорт. Да. Почему? Потому что у нас здесь SMT-дивергенция была сформирована с Dow Jones. Поэтому цист шорт. Но в таком случае вы должны всегда опираться на контекст. У нас AMDX, да, у нас дистрибуция сейчас, и поэтому шорт мы не ловим, мы ловим только лонги. Да, можно сказать, это просто кнопка бабла, потому что все дело вместо вас выполняет индикатор. Он показывает направление от старшего таймфрейма, от месячного, от недельного до микроциклов. И вам нужно просто сначала начать анализ от старшего таймфрейма, хотя бы на месячном либо на недельном.
Вот, допустим, здесь я показываю вам работу просто на недельном, и неделе он уже указывает, куда тебе надо смотреть, в какую сторону цена будет двигаться. Вот тут, если на S&P 500 включили бы снова цисты и тропаны, вот, сейчас включим, сейчас настроится индикатор. Вот, пожалуйста, вот он цист показывает, и текст выходит confirmed, вот он. То есть подтверждается цист. Вот тут тоже подтверждается. Я здесь на самый верх ставлю, а тут индикатор еще раньше показывает. Вот, говорит, цист у тебя есть, бро, ты можешь заходить. Вот как раз-таки от теста мы тестируем сейчас вот этой свечой уровень циста. Здесь можно входить в лонг. Он показывает, указывает направление циста. Вот треугольник, направленный в лонг, синий. Он указывает, в какую сторону входить. Сейчас я чуть-чуть увеличу, чтобы было видно. А, Нет, думать только надо о том, надо знать саму концепцию квартальной теории. Только если человек знает, то все, здесь думать не надо, здесь только надо выполнять. Вот шартовый цист у нас красным, а лонговый синим. И тут вот вход и take profit. Так, вот здесь у нас сформирован displacement candle. Take бы я поставил бы до него, вот на этот цист. Может, я пропустил, что на меня мучает вопрос. Это уже в доступе индикатор. Как приобрести подписку? Нет, еще не в доступе. Я его дорабатываю. Сейчас как раз-таки ведется тест. Я и улучшаю, повышаю его точность на еще больший уровень. Когда будет готово, это будет по подписке. Будет индикатор доступен через свой сайт. А вы пока подумайте, сколько вы были бы готовы заплатить за такой индикатор. Мне интересно, как вы оцените. Допустим, вот индикатор, да, о котором большинство, я думаю, мечтали. Чтобы он показывал вам направление, показывал момент входа и указывал контекст вообще графика. Вот у вас готовый. Вот когда вы, допустим, кто-то мечтал, может быть, сколько вы были бы готовы отдать ради такого индикатора? Просто подумайте, мне интересно, пишите свои мысли. Мне будет интересно узнать об этом. Я полагаю, все ждут, так как иногда я путаюсь ради поддержки себя, мне нужно. Да, потому что этот индикатор, во-первых, да, он дает понимание полного ценового движения. Во-вторых, ты можешь на бэктестах включить его и проверять свои торговые системы, свои торговые идеи, стратегии.
чем разница между этим индикатором и индикатором квартальной теории, да, допустим, вот есть индикатор квартальной теории у нас. А, так, самый вот 6400, потом 9300. В топ-1 стоит, опять-таки, индикатор квартальной теории от Two Degrees, который они разработали. И этот индикатор, он показывает просто даже просто показывает вам кварталы, но не показывает направление, не показывает SMT-дивергенцию, не показывает цист. Разница между этим обычным индикатором квартальной теории и моим в том, что мой заранее показывает направление. Заранее, и точность этого направления, оно больше 85-90%. Я не хочу говорить большие цифры, хотя факты показывают, статистика показывает. Я проводил анализ на годовом цикле, полный годовой цикл, 2025 год. Я э, этот индикатор как раз-таки делал откатку на 2025 году. И точность там просто сумасшедшая. Да вы и сами видите сейчас, вот это он не только в реплее работает, он в онлайн режиме также работает. Вот, допустим, вот формируется у нас новый день. Так, по модели XAMD. Снова он говорит, что этот день формируется по модели XAMD. И у нас есть контекст от старшего таймфрейма, то что теперь мы находимся уже в фазе дистрибуции. Здесь я подключаю просто еще один дополнительный индикатор, который будет показывать мне 4-часовые имбалансы. 4-часовые. И от них я буду просто делать, отталкиваться должен. То есть это для меня, это как пой. И вот смотрите, индикатор снова указывает, где я должен дожидаться своего идеального момента. Вот тут как раз-таки третий момент манипуляции, вот здесь. Дожидаюсь окончания формирования Q1. Так, Q1 у меня сформировался. И показывает мне модель, что здесь как раз-таки в Q2 мне нужно быть внимательным. Вот тут будет у тебя манипуляция. И смотрим. Так, переходим на M5, на младший таймфрейм. И жду здесь манипуляцию. Я здесь просто должен дождаться манипуляционной фазы. Так, и тут я вижу вот манипуляцию делает, глубокий откат делает S&P 500, а NASDAQ делает fail. NASDAQ снимает sell side лондонской сессии, но S&P 500 он не снимает. Тут мне теперь надо просто увидеть, вот цист, он мне показывает, сейчас я увеличу его, чтобы было понятно. Вот цист здесь уже включился в нашу работу. Вот говорит, цист armed, он говорит, здесь вероятность циста вот тут, на этом уровне есть вероятность. Как только свеча закроется, выше него, этот armed, он будет переформирован на confirmed. Посмотрим. Сейчас обновится. Из-за того, что я работаю на 10x, индикатор не успевает это все обработать.
Вот тут был самый идеальный момент, даже здесь. Вот видите, вот confirmed, подтвердил цист. Говорит, заходи, бро, все, то, что ты ждал целый день, вот тут кнопка бабла, вот здесь просто жми кнопку buy и выставляй свой таргет, говорит он мне. И первый таргет у меня будет как раз-таки вот этот уровень был бы. Вот здесь относительно равная ликвидность, equal highs. Затем вот этот хай, потому что мы в фазе дистрибуции, ребята. Фаза дистрибуции, она на то и есть дистрибуция. С чем связана дистрибуция по ибда-циклам? Дистрибуция связана с ликвидностью. Где у нас ликвидность? Первая ликвидность вот тут. То есть первая здесь, потом здесь. Вот 2. Можем сразу вот сюда поставить. А, так, единственное, я путаюсь, когда Dow в одну сторону, а S&P с NASDAQ в другую сторону. Как понять, куда манипуляция реальная? Ага. У меня есть... Сейчас я вам покажу свои заметки. Сейчас я... Минутку подождите. Я как раз-таки... У меня есть заметка насчет этого. Сейчас я сфоткаю на свой телефон и скину в Telegram, показать вам. Так. Сейчас. Вот сфоткал. Сейчас я в Telegram скину и покажу вам, прочту вам даже. Этот момент многих, опять-таки, я знаю, что многие путаются, но тут ответ сам очень простой, ребята. Сейчас покажу вам. Вот открыл. Вот она из заметки. Сейчас я сфоткал со своего блокнота. Вот заметка. Когда один актив из триады делает higher high и устанавливает all-time high, а другие коррелирующие активы еще находятся внутри рейнджа, то потом, когда эти отстающие активы догонят, тот первый актив также сформирует АТХ, то есть all-time high. Этот первый актив, лидер, будет двигаться наоборот, в противоположную сторону, относительно тех, которые отставали. И когда они будут формировать свой АТХ, то первый, который был лидером, он будет двигаться в противоположную сторону. Когда на графике формируются такие движения, то большинству кажется, что один актив живет отдельно своей жизнью. Когда смотришь лишь локально, не переходя на старшие таймфреймы, и это очень сбивает трейдеров. Допустим, так, сейчас я открою. Объясню это. Так, включаю триаду. Перехожу на дневной таймфрейм. Опс, здесь тоже дневка. И смотрите, важный момент, да?
Когда Dow Jones установил свой all-time high, вот тут, когда all-time high установил, два остальных актива, они находились еще в шортовом, да? Вот, допустим, вот здесь. Даже вот тут, вот так сделаем. Смотрите. Когда all-time high установили два предыдущих вот этих актива, Dow Jones, он еще находился в какой стадии? Сейчас, подожди. Отмечу, чтобы не путаться. Я сам уже запутался. Так, поставлю метку вот сюда. Здесь АТХ. Так. Когда только достиг, когда достигли все all-time high, да? Вот. Приблизительно эта область. Да. АТХ. И теперь также отмечу. Здесь АТХ. То есть на тот момент, именно на, допустим, 2 июня. Это просто пример, чтобы вы понимали, как двигается цена. Итак, вот отсюда два актива S&P 500 и NASDAQ начали откатное движение. Вот, в шортовом направлении. В шорт. В шорт. Но Dow, он не стал делать глубокий откат. Он сразу развернулся и продолжил свое движение. Вот здесь он установил новую АТХ. Вот тут новый АТХ. Потом еще раз обновил, еще раз обновил. В общем, он лидировал. Лидировал. А эти отставали два. Эти два отставали. И когда эти начали свое движение в лонг, то этот третий актив, он будет двигаться в противоположную сторону. Вот эти будут двигаться, допустим, догонять свой АТХ, чтобы обновить. Этот будет двигаться в противоположную сторону. Потому что он уже находится в all-time high, и он не может здесь как бесконечно расширяться. И вот тут многие, опять-таки, путаются. Они смотрят на Dow Jones, он делает противоположное движение и говорит, блядь, Dow Jones что-то он живет своей жизнью. Хотя по факту он уже давно он сделал свое дело. И теперь он обязан обеспечить SMT-дивергенцию для хода вот этих двух. Этот инвалид, как всегда, вечно отстающий, этот красавчик, но чтобы обеспечить SMT-дивергенцию для разворота трендов, этот будет делать грязную работу. И поэтому он будет, кто не знает эти вещи, он будет путаться, он будет смотреть на Dow Jones вообще в шорт, эти в лонг, и тут, блин, конфликт начинает возникать в твоей торговой стратегии. Ты не знаешь, что делать, потому что Dow показывает одно, а эти двое совсем другое. И ты путаешься. А ответ находится вот здесь, ребят. Не надо зацикливаться только в локально, надо смотреть сначала со старшего таймфрейма, что они сделали. Понятно теперь? Почему Dow Jones живет отдельно своей жизнью? Потому что он обязан чаще, может быть, даже не чаще, но я думаю, все-таки, да, чаще. Он выполняет грязную работу, чтобы эти двое выглядели красавчиками на фоне него. Итак, продолжаем. Здесь мы бы вошли бы в манипуляции. Вот идеальный момент, вот индикатор говорит, вот здесь заходи, брат, теперь там дальше. Просто жди, как деньги упадут тебе на голову. И мы также будем, давайте, следовать его совету и ждать. Вот вошли бы здесь, и бам! Сразу вот отработка. И здесь, почему он неправильно показывает? А, лонг же. Длинная позиция, здесь бы вошли бы. Вот тут бы стоп был. И здесь. Вот. 1 к 7. 1 к 7, ребята. Все, вот кнопка бабла.
почему я назвал, что я разработал чит-код алгоритма? Бот показывает полностью. Этот чит-код еще я сейчас еще улучшаю. Многим может казаться, что, блин, это легко, блядь, это сделать. Ребята, это знает только я и Бог, насколько это было сложно. Во-первых, чтобы разработать такой точный индикатор, ты должен, да, что ты должен иметь? Ты должен понимать, как двигается алгоритм. Если ты не понимаешь движение алгоритма, то индикатор, который ты разработаешь, он не будет показывать такую точность. Я не хочу хвастаться, но это факт, ребята. Если вы встречали какой-то другой до этого индикатор, просто сравните или подскажите мне, отправьте мне в Телеграм, чтобы я посмотрел. Но я сам лично, у меня есть вот в Телеграме специальный раздел, куда я кидаю индикаторы, которые я учел полезными. Вот здесь целый список индикаторов, целое море. Вот они. Но, ребята, я сам перепроверил кучу индикаторов, но еще не встречал, который показывал бы именно движение цены. Не отмечал бы то, что уже сформировано. Вот здесь был пой, вот здесь был слом, а показывал бы, где будет манипуляция, где она завершится и где начнется дистрибуция. Нет такого. Я вначале, помните, говорил, кто хочет, кто желает протестировать, я был готов отдать 5, но потом желающих было много, и открыл лот еще на 5 человек. Протестировали, но теста было, то есть отзывов было мало, то есть мне было недостаточно этой информации. Но благодаря искусственному интеллекту я разработал специальный скрипт, программу, которая уже сама делает тест. Целый, хочешь год, хочешь 2 года. Вот этот цикл, он сам, ты просто включаешь на начало 25-го года и нажимаешь кнопку play. Все, индикатор двигается, и здесь он сам вычитывает, как сколько дней AMDX, сколько дней XAMD, сколько недель AMDX, и все. И в конце показывает результат, процент точности. Искусственный интеллект, эра искусственного интеллекта, она очень хорошая, но если ты не знаешь, не понимаешь сам концепцию, суть, то разработать такое будет сложно. Вы видите, насколько точно он показывает. Допустим, да, вот отработали. Вот здесь поймали это движение. Хорошо. Дальше двигаемся. Перейдем на это. Это был у нас четверг. Вот, осталась пятница. Давайте посмотрим в пятницу, что он показывал. Так, Мунис, давай я затестирую его на своем счету. Тест. А тест уже, Саша, я уже протестировал его все. Э, Точность, она уже меня устраивает, но не устраивало то, допустим, на внутридневных он показывает 97% точности, вот дневные циклы. А вот внутри недельных там было 80 с чем-то. И сейчас я работаю, чтобы повысить именно недельные и месячные циклы на уровень плюс 90. И уже почти готов этот процесс. А, Скрипт уже разработал, как раз-таки, где это было? Вот здесь. Скрипт, вот он уже разработан. Теперь оставалось просто сделать тест, бэктест. Но у меня сегодня как раз после стрима начну бэктест и посмотрю, какой результат будет. Потому что если я что-то делаю, я хочу доводить его до идеала, чтобы было идеально, и потом уже делать презентацию.
То же самое и с нашим сайтом. Сайт я уже разработал. Сейчас уже разработал и внутреннюю, то есть внутреннюю часть этого сайта. Даже могу показать, как выглядит внутренняя часть. Поэтому я не торговал на этой неделе. Я был вот полностью был погружен на разработку а, внутренней части сайта и индикатора. Да, да, обязательно, обязательно. Вот это внутренняя часть, кабинет студента, как это будет выглядеть теперь. Вот здесь у нас будут 3 курса. То есть студент, который будет заходить, он будет видеть вот такое. Допустим, если доступ есть на ICT Core, будет нажимать на ICT Core, и вот так будет все выглядеть. Здесь будут блоки, уроки, затем тут видео, здесь PDF-файлы. И по мере прохождения курса у каждого студента будет указываться прогресс, да, допустим, сколько процентов курса прошел студент и на какой стадии он остановился. То есть он сам может будет, он будет видеть свой прогресс. Плюс еще здесь а, будут сайт защищен от того, чтобы от слива. Кто будет смотреть, у него будет здесь, допустим, его имя, потом ID, время. И если кто-то сольет, он будет всегда, так, можно будет его, то есть найти, кто слил, можно будет стопроцентово узнать. То есть защита, на защиту я здесь сделал большой акцент. Как и видео, так и PDF-материалы. Кто сольет, там будет всегда элементы распознавания. Если я где-то увижу, потому что я знаю, что кто-то из студентов уже слил курс, продал его. Это и стало причиной создать сайт. Продал за мизерную стоимость. Это, честно говоря, очень огорчило меня. Пытаешься, да, как бы сделать добро людям, но некоторые люди просто срут в твою тарелку. Вот. Поэтому акцент на защиту очень большой был сделан. Он уже тоже почти готов, сайт. Сейчас тоже покажу, через что пришлось пройти, чтобы создать его. Вот, вот это дорожная карта, да, по которому я двигался. Вот это все уже сделано. Осталось совсем чуть-чуть, ребята, вот здесь. Вот остались вот эти два только блока. Как сделаю? Сначала отберу где-то 10 человек, студентов, чтобы проверить работу внутренней части, проверим с вами, и как все будет готово, как все, допустим, ошибки еще дополнительно доработаем, а, запустим всех остальных. Нет, я не... да, я в курсе, кто купил мой менторшип.
Э, Этот чел, я, то есть, узнал, кто это, написал ему. Он вначале извинялся, говорил то, что не было денег, поэтому пришлось это сделать. Но он не сказал, кто слил. Он сказал, типа, он купил в какой-то закрытой группе, где продаются сливы. Но я не верю этому. Я уверен, то, что это кто-то сам передал записи, свои записи. Потому что я не такой популярный, чтобы мои курсы продавались в каких-то закрытых телеграм-каналах, либо он сказал то, что он купил в телеграм-канале. Но потом он просто заблокировал меня. А вот это и есть спасибо, да, блин. Ты украл мой курс, ты обучаешься по этому курсу. Я просто хотел сказать, я готов тебя принять на мой курс, чтобы ты был в нашем сообществе. Но только скажи в ответ, кто это сделал, чтобы на будущее, потому что здесь вложен мой труд. А этот труд, он строился опять-таки на ошибках, на сливах. Я тратил деньги, я тратил время. Этот опыт мне никто не подарил в упаковке в подарочной. Этот опыт, он был по крупицам собран через мой труд, через, опять-таки, провалы, через ошибки, через сливы, через боль, через потери. И я решил поделиться этими знаниями с другими людьми, чтобы им тоже было легче и понимали, чтобы они не совершали такие ошибки. И цену за это я поставил символическую. Я когда спрашиваю у ребят, которые реально, да, допустим, в мире трейдинга уже находятся достаточно давно и имеют здравое представление об этом, когда у них спрашивают, допустим, вы, вот мой курс стоит $1000, да, ответьте, это стоит этих денег или нет? То они говорят то, что это очень-очень низкая цена для такого курса, для такой структуры. Потому что если сравнивать с другими гуру-менторами в этой сфере, да, в этой индустрии, то у них там от 5, от 6, от 8 там вот так идет цена. Мой акцент здесь не был заработать деньги. Слава богу, я и так от трейдинга сам зарабатываю хорошо. Но я не могу продавать свой труд, свой опыт за гроши. Это символическая цена была, но и все равно находятся люди такие, которые не ценят это. Да, все хотят ничего не платить и все иметь. Это, я не знаю, что за природа таких, у таких людей. И плюс еще мне мой друг, он также является моим студентом, моим скинул сайт также. Сейчас я вам покажу. Так, сайт скидывал. Вот. Вот это учебная платформа. У меня тоже учебная платформа, ребята. Это учебная платформа, только по-моему, на узбекском языке. Это на узбекском языке. Здесь то же самое, здесь обучают трейдингу. Но в отличие от этих, вот здесь работает над этим целая группа, целая команда. Плюс, я думаю, они делают это ради такой платформы, может быть, заказали, они сами не сделали. Я это делаю сам, один. Я проводил, э, наводил справки, да, спрашивал у студии, за сколько бы обошелся бы такая платформа, обошлась бы мне. Вот, с таким лендингом и внутренней часть, и плюс такой защитой, да. Могу сказать то, что точно в СНГ странах, то есть это Казахстан, Россия, Белоруссия, где занимаются такими разработками, то такая работа будет стоить от 12 до 18 тысяч долларов.
В Европе, в Европе от 60 тысяч долларов. Вот то, что я сейчас делаю, сам и сайт, и плюс внутренняя часть, и защита, все тому подобное, и плюс анимация, это все. В США вообще там уже бешеные деньги. Но я это делаю один, и я не успеваю за всем, поэтому приходится жертвовать торговлей, иногда другим, чтобы поставить крепкий фундамент на будущее. Да, 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 потому что я никого не удалял из нашего закрытого сообщества. Тот, кто слил, он находится до сих пор у нас в сообществе. Я это знаю. Но я-то не могу, я-то не знаю, кто это точно сделал. Поэтому решил создать сайт. И вот это было 2 месяца тому назад, я узнал об этом. И как раз-таки сейчас вот финальная стадия уже а, всей этой разработки, она уже подходит к концу. Дай бог закончу, и мы все переедем на этот сайт. Опять-таки, об этом рассказал мне человек, который, опять-таки, да, есть люди с говном в душе, и есть люди, опять-таки, достойные, честные, с честью. Этот человек, который купил курс, рассказал, рассказал об этом другому участнику нашей закрытой группе. То есть студенту рассказал, то, что просто начали общаться, беседовать, и тот говорит, я знаю, говорит, вот то, что из чего состоит там менторшип его, все такое, и студент мой говорит, откуда ты знаешь? Это, говорит, я купил курс, слив купил. И он сразу не выдержал и высказал все, говорит, ты, говорит, некрасиво ты поступил по отношению к человеку, потому что там у него он труд, это и весь его труд, и так это делать вообще в его рамки человечности это не вкладывалось. И этот человек потом рассказал мне. И спасибо огромное, опять-таки, благодаря этому человеку и начал двигаться в сторону создания своего сайта и защиты своего материала, своего труда. И как раз-таки благодаря этому человеку, можно сказать, и мы сейчас, я создал сайт, и сейчас иду, уже заканчиваю э, как раз-таки платформу. И вот пятница у нас здесь начинается, Q1 вот сформирован, да, надо дождаться сейчас индикатор, что покажет. Индикатор показывает, что день будет формироваться у нас по модели XAMD. XAMD, и я снова здесь пропускаю Q2 и дожидаюсь Q3. Как индикатор говорил, Q2 у нас здесь особого движения не было. Дожидаюсь формирования Q3 и здесь просто жду внутри Q3, как сформируется у меня вот этот первый квартал. Перехожу на M5. Так, вот это все можем... Сейчас, пусть пока стоит. И здесь вот он показывает, что Q3 у тебя будет формироваться через XAMD, ребят. И тебе нужно дождаться просто снова Q3. Вот дожидаюсь Q3 здесь и смотрю, куда будет манипуляция направлена. Но здесь, ребят, я уже, да, вот тут и так понятно, какой профиль дня здесь формируется, да. У нас Азия была внутри рейнджа, Лондон формирует low resistance ликвидность, и это уже понятно, какой профиль дня формируется. Здесь тоже, здесь это уже Нью-Йорк манипуляция. Профиль дня Нью-Йорк Manipulation. Если этот профиль, то мы должны увидеть одно манипуляционное движение здесь и возврат опять внутрь рейнджа.
Так, здесь тоже, наверное, 5 переведем. Так, вот здесь вынимать. Так, интересно. Вот эта свеча. Вот раз, вторая свеча. Посмотрим. Два, три. Вот 3 свечи в одну сторону. И плюс у нас есть SMT-дивергенция здесь. Вот она. SMT-дивергенция есть. Так, посмотрим на доу. Что тут доу рисует? Вообще с доу очень красивая SMT-дивергенция. Значит, подтверждается манипуляция. Есть. И цист в шорт у меня указывает. Вот он, цист в шорт. Здесь уже подтвердился, confirmed написано. И относительно true open была манипуляция сверху. Я могу прямо здесь открыть шартовую позицию. Стоп. Выставляю за цист. И take за сессионную ликвидность. Вот здесь равный лей. Вот сюда поставлю take. Все, теперь вот это все лишнее я могу убрать. Сейчас в обновленном варианте вот этого все, вот этой каши не будет. Там будет, я думаю, только нужное. Я еще работаю над этим. Окей, шорт. Сюда, стоп. Вот сюда вот так сделаем. Нет, вот на хай поставим, потому что это имбаланс. Итак, что у нас показывал индикатор дневной? XAMD, значит, здесь манипуляционная фаза и манипуляция XAMD. Вот тут манипуляция должна быть. Мы как раз-таки, как только вошли, здесь была манипуляция. Посмотрим, как цена будет двигаться дальше. Бам, достигли. Здесь стоп выпит. Я не передвинул на хай. Ну ничего страшного, вот здесь 1 к 4 есть уже. Плюс у нас было что? У нас вот тут был SMT, то есть имбаланс 4-часовой. Вот он. И цена как раз-таки идет в диапазон этого имбаланса. Плюс, ребята, если да, опять мои студенты знают, как работать с этим, тут еще можно было измерить просто через вот этот инструмент. Вот, ребята, вот 2,5 дошли. Вот тут, если будет у вас уже сформирована SMT-дивергенция, ты можешь сразу выходить из позиции. Вот. Все идеально работает. Итак, все 5 дней мы отработали благодаря индикатору без особых усилий, без напряга. И он показывал, в какую сторону нам двигаться. От вас просто нужно было нажимать кнопку Buy либо Sell и выставлять свой таргет. Относительно, опять-таки, исходя из своего депозита. Вот такой вот индикатор разработал. Сейчас она находится еще в стадии уже второй доработки, улучшить это все. И вот он показывает все здесь. Будет плюс еще, кто возьмет подписку, будет полная методичка относительно этого инструмента. Как работать, что обозначает вот это все. Если кто-то не понимает, то по этой методичке можно будет все узнать, все понять. Допустим, как я сделал вот здесь. Вот разработал индикатор и потом вот методичку на русском языке. Просто покажу вам. Допустим, вот такая будет методичка, и здесь будет все детально объясняется, что, как надо работать, на что надо обращать. На русском языке, на английском языке все это будет объяснено. То есть это не то, чтобы взял индикатор и потом, сам иди работай. Хотя те, кто понимает квартальную теорию, тут ничего сложного такого нет. Вот. Вот такой вот у нас
индикатор, что я хотел показать вам на этой неделе. Показал. Ам, так, если есть вопросы, можете задавать. На этом можно будет уже зацикливаться, закругляться. Меня ждет мой индикатор, надо доработать. И разработка сайта тоже ждет. Думаю, студент, может быть, участвует в группе по совместному сбору разных курсов. Да, может быть, может быть. Это, ну, бог знает, это что, кто теперь это. Да, я могу однозначно сказать, что курс Муниса — это нечто гораздо большее, чем просто курс. Я сам прошел не одно обучение, но никто не дает, дает сути того понимания, что дает Мунис. Так. Тут можно сказать одно, ребята, будьте всегда честны с самим собой. Вот это да, согласен с этим. В четверг манипуляция было 4 фазы. Первая аккумуляция, вторая манипуляция. Сначала был свип первого хая, но мы определили манипуляцию как шорт. В четверг. Вот четверг. Вот четверг. Манипуляцию я определил как шорт, да, правильно. Что тут неправильно? Если просто кто понимает квартальную теорию, вот скажите, ребята, вот здесь манипуляция. Модель формируется через XAMD. Вот она модель, через XAMD формируется здесь. Модель дня. И манипуляция, она была сначала в шорт. Вот здесь у нас фаза аккумуляции. Вот она. Вот она. Вот это аккумуляция. И первый выход за этот рейндж является манипуляцией. Кто пишет? МакГрегор с аватаром. Вот третья фаза. Что тут непонятного? Вот, если делим 90-минутные циклы, я вот опять разделяю 90-минутный цикл, вот он. Вот high, вот low. Вот первый выход за рамки этого рейнджа был в шорт. Это и есть манипуляция. Вот она. Все четко, бро. Все здесь четко, все по правилам, все логично. Вот, манипуляция была в шорт, вот аккумуляция, индикатор, все точно. То, что здесь индикатор показывает AMDX, я же говорю, что еще ведется работа над индикатором. Это как раз-таки эти моменты, то, что не 100% показывает. Здесь уже надо смотреть контекст относительно других активов. Что показывают остальные. Как раз-таки вот сейчас идет доработка вот таких моментов. В общем, когда обновление будет, вот этого всего это не будет. Будет точность еще выше повышена. А индикатор сколько будет стоить? Сколько вы заплатили бы за такой индикатор? Ну-ка, ответьте, пожалуйста, честно только. Мне интересно узнать мнение. Я сам уже провел исследование, да, на рынке, сколько стоят индикаторы в целом, да, в премиум классе, допустим. Я уже знаю приблизительно цену, но мне интересно, опять-таки, узнать мнение трейдеров. За сколько вы оценили бы такой индикатор, иметь такой?
Потому что он уже делает практически все за вас. Вам просто нужно, нажимать кнопку Buy и Sell и выставлять таргет. Все. Здесь много ума не надо. И сколько вы бы готовы были бы заплатить? Только не надо вот без понятия. Просто ответьте, что вот сколько, какую сумму не жалко, допустим, вы бы за сколько бы оценили бы. Это просто вопросы. Я же еще не говорю, не озвучиваю цену. Мне интересно узнать. Может быть, это повлияет на цену в будущем, может быть, нет. Потому что я и так каждый раз, когда делаю что-то новое, я сначала ее выставляю за символическую цену. За символическую. Допустим, вот этот курс, который сейчас стоит $1000, вот этот курс ИБДА Lookback, он стоил сколько в начале? Кто купил этот курс? Самый первый. 250, по-моему, либо 200. Он сейчас стоит 1000. Также основной курс, вот этот основной мой курс, который тоже сейчас стоит 1000. За сколько вы покупали? Вот Саша знает, он за сколько покупал. Он один из самых первых, и вообще благодаря ему и создался этот курс. Я это делаю, если я что-то делаю, я сначала это делаю, опять-таки, ради людей, не ради денег. И поэтому, если бы я делал бы ради денег, то мои интересы были бы совсем другие, и цены были бы совсем другие. Люди, которые со мной работают, я думаю, они уже об этом знают и уже поняли это давно. Вот, Саша вот говорит, вот он честно говорит, он покупал, когда курс стоил $500. Затем он поднялся, 700 стал, и сейчас 1000 стоит. То же самое, допустим, когда я разрабатывал индикаторы для группы, вот здесь, для своей закрытой, для ИБДА здесь два индикатора. Они стоили $10, ребята, это смешная цена. $10 за индикатор, который показывает тебе, ну, тоже, то есть облегчает твою работу. За $10, что это такое, блин? Поэтому я не зациклен, я не голодный, слава богу, на деньги. Но теперь все-таки надо оценивать по достоинству этот индикатор, потому что тут это уже другой уровень. За 500 это подписка или Forever? Forever было. За $500, когда ты покупаешь основной курс, у тебя уже то есть ты на постоянной. И все уроки, допустим, то, что я делал потом дополнительно, дополнительные уроки, расширения, э, это все достается бесплатно уже. То есть, когда курс, изначальный первый курс, когда я готовил, там было, допустим, если 10 уроков, то сейчас он уже расширяется, добавляются дополнительные уроки для каждого блока. Да, 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 точно, точно. Когда мне писали вначале, я говорил то, что я не собираюсь обучать. А потом начали ждать, да, людей. Точно, вот такой был этап. Один раз. Индюк нужно запатентовать или зарегистрировать авторство, что нужно делать. Дай, не давать, тегнуть, тегнуть и все.
Бро, я думаю, да, запатентовать, зарегистрировать авторство. Блин, а как? Кто? Где это делается вообще? Авторство индикаторов. Есть такое? Я думаю, здесь самое ценное — это скрипт, он закрытый. Многие вообще, да, последователи квартальной теории, их большинство, их же много, но пока хоть и знает вот это все концепт, вот этот, допустим, индикатор от Two Degrees квартальной теории, он уже давно разработан. Сейчас посмотрим. Ну-ка, интересно мне стало, когда он был разработан от Two Degrees. Так, как это делалось? Вот так. Так. э, я просто не покупал. Так, Мунис, скажите, студенты после прохождения вашего курса через какое время начинают торговать с пониманием вашего торгового алгоритма? Хороший вопрос, вот это хороший вопрос. Теперь отвечу таким образом, да. В принципе, здесь студенты могут сами ответить, да, на этот вопрос. Через какое время они пришли к пониманию рынка? Я исхожу из этого, из такого. Каждый человек, он индивидуальный, да, и каждый человек, у него своя история в трейдинге. Кто-то пришел рано, кто-то пришел позже, кто-то начинал только из smart money, кто-то начинал от технического анализа. Это все влияет на человека. Если кто-то начинал, допустим, из технического анализа, потом вайков, либо волновой анализ, и у него уже а, большой багаж, и когда ты переключаешься на Smart Money, у тебя будет конфликт идей возникать в голове. Ты будешь пытаться сначала обучаться новому, и у тебя будет возникать конфликт между старой школой и новой школой. Вот в таком случае для человека понадобится чуть дольше времени. Если же у человека там, допустим, было только школа Smart Money, э, изучал только ICT, то для таких людей это быстрее идет адаптация. И выход к результату, это напрямую зависит всегда от работы человека над собой. Если же если даже сам хоть Майкл Хаддлсон будет тебя обучать, но если ты не будешь работать над собой, ты не будешь делать бэк-тесты, работать на истории, все такое, никакого результата не будет никогда. Хоть ты перейдешь там 10 разных менторшипов, хоть тебя будут лично обучать, хоть самые лучшие менторы, все в трейдинге, опять-таки, зависит от человека. Никто за тебя никогда не будет торговать, никто за тебя не будет мыслить. Если человек, опять-таки, нацелен на результат, то он должен выкладываться на максимум. Вот тут у меня здесь студенты собраны, и кто в закрытом и в открытом. Я в открытом телеграм-канале а, говорил, рассказывал, да, вообще, как надо идти к успеху. И если я там много чего, моих советов, и вот сейчас те люди, которые уже находятся давно, они могут еще раз посмотреть и сказать, и подтвердить все мои слова. Если там было что-то лишнее сказано, и если эти рекомендации были неверными, ложными, то они могут просто сказать мне просто в лицо. То есть ты был неправ. Вся рекомендация, то, что я там говорил, оно в точь. Ничего лишнего там нету. И все, опять-таки, было сказано, исходя из своего опыта.
Вот, например, я могу сказать на примере студентов. У меня был студент, 16-летний из Киргизии. А, Вот он торговал только то есть изучал только ICT-концепцию. И когда он купил курс, он очень быстро прошел курс, весь менторшип. Я думал, думаю, из-за того, что он так быстро это все проходит, в конце у него будет каша в голове. Но нет, наоборот, его анализы, его сделки прям были отличные. И это как раз-таки показало то, что если у человека есть огромное желание, стремление, то он быстро будет все обучаться, и прогресс его будет, а, как вам сказать, очень, как бы, можно сказать, агрессивным или быстрым относительно тех, кто не работает над собой. Опять-таки, был еще случай у меня, что человек купил у меня курс, да, а, вначале я давал гарантию, если вы ничего не поймете, по окончанию курса я готов вернуть вам ваши деньги. И на прохождении 2 месяцев этот человек каждую неделю мне писал то, что я сегодня научился вот этому, я сегодня научился вот этому, я вообще в шоке от курса, все такое, да, каждую неделю, почти каждые 2-3 дня. Но в конце, этот человек говорит то, что я ничему не научился и требую, чтобы ты вернул мне мои деньги. Затем я всю переписку заскринил и по каждому дню переслал этому человеку. Он сам писал: "Я не знал вот этого, допустим, я не знал MXM, я понял. Я не знал, что такое SMT-дивергенция, я понял благодаря твоему курсу. Я не знал вот это, я понял". Он сам подтверждал, я просто взял эту переписку и перекинул ему. Я говорю: "Хорошо, если ты готов, да, а, опять-таки принять вот это все, я тебе верну деньги. Но либо ты врешь либо в первой ситуации, либо во второй. В первой ситуации ты, наоборот, восхвалял курс, все такое. И в конце, когда уже нужно двигаться, работать над собой, делать бэк-тесты, тебе просто это лень делать, и ты начинаешь перекидывать вину на меня, обвинять опять-таки курс в этом. И после этого, когда я перекинул всю нашу переписку этому человеку, этот человек просто сказал: "Все хорошо, я понял". Э, То есть осознал свою неправоту. И после этого я вообще не общался с этим человеком. Я сказал то, что хорошо, ты можешь оставаться внутри курса, но с тобой я больше не хочу иметь дело. Я не буду тебя удалять, я не буду тебя блокировать, все такое. Все, курс, ты заплатил за курс, ты обучился, ты узнал, узнаешь, находишься в сообществе, это уже на твою совесть. Я никогда с людьми по говняными никогда не обхожусь, потому что это не позволяет мое воспитание и моя религия. Я всегда стараюсь максимально давать отдачу, если не понимают, если какие-то психологические моменты. Я потому что знаю одно: если ты делаешь добро, это добро вернется по-любому. Если не от этого человека, то от другого человека. Потому что Бог, единый Творец, Он все это видит, это все, кто-то это называет кармой. Но я вот верю в это. Просто надо по-доброму обходиться с людьми, и это добро будет возвращаться тебе, либо к твоей семье, к твоим детям в этом плане. Итак, давайте посмотрим, где этот индикатор был здесь. Открыть. Так, квартальная теория. Тудугры молодцы вообще. Они одни из самых первых пионеров в этой индустрии, кто начал разрабатывать ICT, то есть индикаторы по концепции Smart Money ICT. Вот он. 2023 год, сентябрь.
обновлено было, а так выход был в 23 году. Вот с того момента вот вышел этот индикатор, но никто не разработал вот эту модель AMDX, XAMD, как переключаться, как прогнозировать. Вот это уже, это не, ничего сложного нет вот здесь. Да. XAMD, AMDX. Но с того момента еще не видел, чтобы кто-то разработал такой индикатор. Трейдинг — это в первую очередь борьба с самим собой. Вот это правильно, это стопроцентово согласен. Это всегда это борьба наша с самим собой. Мунис вопрос по квартальной теории недели. Понедельник было продолжение пятницы. Вот эта текущая неделя, нет, она открылась отдельно. Это не было продолжением. Если продолжение было бы, то это было бы X. Но продолжения не было. Вот. Ага. Вот это движение вообще здесь, да, это можно... э, Вообще это было, да, продолжение, но индикатор его определяет как аккумуляционную фазу. И манипуляцию показывает здесь. Вот вся фишка именно в этом. А, Многие... Вот эта концепция, она работает. Хорошо, я вам дам сейчас как бы инсайт. Ам, Внутридневные циклы, 90-минутные циклы формирования моделей, они отличаются от старших таймфреймов. Вот дам такую подсказку вам. То есть то, что работает внутридневных и в мелком таймфрейме, оно не работает на старшем. На старшем чуть-чуть по-другому работает квартальная теория. Все, ребята, тогда если вопросов нету, в таком случае закругляемся. Спасибо всем а, за поддержку. Ставьте лайки, пишите комментарии. Это единственная моя просьба от вас. Это есть плата, можно сказать, за мой бесплатный труд. Пока-пока, ребята. Всего доброго. А, Сегодняшний рекап был интересным, полезным, и хотел бы как и откуда появилась дистрибуция этой недели. Дистрибуция вот отсюда. А, Опять, да, я говорю это, повторяю каждую, смотрите, вот здесь. Перейдем на недельный. Уберу это тоже уберу. Вот. Оставлю недельный рейндж. Вот недельный рейндж у нас, да. Теперь относительно вот этой недели, вот эта неделя, наш dealing range был, вот он, лоу четверга и хай понедельника. Блин. Теперь я делю его на OTE. Вот, пожалуйста. Цена как раз-таки, это премиум и дискаунт, наш рабочий dealing range, вот он, вот этот dealing range. Ответ, почему именно этот, вы можете найти, опять-таки, есть
приобретете мой курс. Вот. Вот это Dealing Range. Мы сначала были в премиуме, цена спустилась в дискаунт, и в дискаунте мы протестировали диапазон. Вот, поднимаемся на H4. Вот, на 4-часовой, вот здесь единственный есть имбаланс, 4-часовой имбаланс. Он не перекрыт телом, он фитилем перекрывается, поэтому он считается валидным. Мы спускаемся в диапазон 4-часового имбаланса здесь как раз-таки. Плюс, здесь мы тестируем, вот он, цист, слом структуры. Был один раз, второй раз протестировали. Потом на дневном таймфрейме мы снова в диапазоне, вот, дневной имбаланс. В понедельник мы сформировали как раз-таки имбаланс от дня. Сейчас вот так сделаю, чтобы вам показать. Вот, когда был сформирован понедельник, у нас уже здесь создался Daily FVG. Вот он, Daily FVG. И цена находилась в премиуме. И чтобы продолжить движение в лонг, потому что цена находилась в дистрибуции уже от старшего таймфрейма, в лонг она сначала должна заполнить этот имбаланс, протестировать дискаунт и затем продолжить движение. На 4-часовом таймфрейме у нас здесь уровень циста, а на дневном таймфрейме вот у нас здесь уровень ордер блока. Это protected low. И цена как раз-таки вот спускается, тестирует это все, и отсюда начинается, то есть дистрибуция недели начинается отсюда. Вот откуда начиналась дистрибуция. Плюс именно вот это такое движение я разбирал внутри курса Ибда Лукбек. Там как раз-таки это все объясняется детально, подробно. Когда у вас уже формируются вот эти две свечи, то по ним уже можно прогнозировать следующее движение. Будет ли оно таким агрессивным, либо пассивным, да? Это все тоже можно прогнозировать, то есть знать заранее по свечам. И вот тут вот дистрибуция начинается как раз-таки после манипуляции здесь. Манипуляция была с Dow Jones, если не ошибаюсь. Сейчас посмотрим. Нет, так, S&P 500. Да, вот SMT было вот здесь. SMT было здесь. Внутри имбалансов было. SMT было, и дальше уже начинается дистрибуция. И плюс, если спустимся на младший таймфрейм, удалить здесь было классическое PO3 опять, классический PO3. Так, вот у нас неделя, уберу это все лишнее здесь. Опять через AMD модель формировалась эта неделя. Сначала была вот здесь у нас чистая аккумуляция, вот она. Вот была аккумуляция, затем была манипуляция и дистрибуция. Вот она. И дистрибуция. Вот таким вот образом.
Все, надеюсь, объяснил, ребята. Пока-пока. Хороших выходных вам.